Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас середина октября, настало время сеять газон. Но если серьезно, я хочу вам показать подзимний посев газона. Погода отличная, то есть солнышко, грунт у нас подсох, дождик последний нашел неделю назад. Вот такой участок, который мы собираемся посеять, здесь приблизительно где-то с 105 квадратных метров, даже не приблизительно, а точно. Грунт у нас уже есть, то есть завозить нам его не надо. Мы уберем сорняки кое-какие, которые тут повылазили за какое-то время непродолжительное. Вот, предварительно мы грунт пролили, вот для того, чтобы он у нас осел. Мы уберем сорняки, после этого разрыхлим землю и начнем ее равнять с помощью граблей. После того, как мы выровняем, мы с помощью правила уже сделаем точную планировку. Ну и впоследствии я вам покажу именно в чем состоит. Здесь я хочу посеять именно английским способом, старым английским способом. В чем состоит именно английский способ посева, то есть в чем его особенность, в отличие от того, что делается сейчас. Что хотелось бы конкретно именно рассказать по подзимнему посеву. Так как температура сейчас у нас не очень высокая, соответственно, семена будут сходить очень долго. И, возможно, даже будет такая ситуация, когда ударит мороз, и наши семена просто замерзнут в земле, так и не дав никаких всходов. Или же наоборот, они дадут кое-какие всходы, они будут слабенькие, и им надо будет пережить зиму для того, чтобы весной начать расти. Соответственно, создать нам травяной покров. Собственно, еще какие особенности именно у подзимнего посева. То есть ваш участок обязательно не должен быть чересчур наклонным, то есть не должен превышать уклон 3 градусов. Вот почему это важно? Это важно для того, чтобы, если ваши семена не задернят грунт, чтобы не было эрозии грунта зимой, так как зимой очень много осадков и со временем может промываться какие-то промоины. То есть если у вас склон, подзимний посев ему не подойдет. Также очень важно ограничить доступ каких-либо животных на участок в зимний период, либо людей, либо заезда техники, так как незадерненный покров, он может повредиться и вам придется восстанавливать его ровность весной. Чего еще нужно избегать, то есть, сейчас у нас на деревьях еще есть листья, если можешь показать, и листья будут падать на газон. Их надо будет тоже убирать, так как если молодые побеги у нас все-таки возникнут, и температура позволит им вырасти, то лиственный покров, он просто убьет все это. Вот, поэтому надо будет избегать именно накрывание площади листьями. Для того, чтобы посеять газон, нам нужен будет такой инструмент. Вот мы привезли каток для того, чтобы укатать его впоследствии после посева. Это у нас правило ручное для удобства именно. Можно использовать лестницу вместо него, либо же какую-нибудь доску. Вот. У нас есть специализированная с ручкой, им очень удобно пользоваться. Также, само собой, нам нужны будут семена. Вот, марку я вам не показываю, чтобы меня не обвинили в рекламе. Но если кому-то будет интересно, что за семена мы используем, то я напишу в личку, пишите под комментариями вопрос, я вам отпишусь. Нам нужна будет лопата, если будем перемещать грунт. После себя мы должны будем замести. Вот такая щетка. Нужна тяпка, рыхлилочка для того, чтобы взрыхлить верхнюю часть грунта, не перекапывая ее. Обязательно не перекапывая ее, так как грунт под газон должен быть утрамбован. Очень хорошо грабли, для того, чтобы грунт перемещать локально. И также веерные грабли, они нам способствуют посеву, то есть нарезанию бороздок под семена. Вот. В принципе, весь инструмент, который нам нужен. Итак, приступим, собственно, к обработке грунта под газон.
хотелось бы вам показать, именно почему я делаю рыхление. То есть у нас здесь грунт, вот я стою и можно видеть, он очень сильно утрамбован. А для того, чтобы делать точную планировку, нам нужен грунт, чтобы его рыхлый, для того, чтобы его перемещать. Вот, поэтому мы рыхлим с помощью вот такого трезубца, рыхлим верхний слой почвы, приблизительно где-то это 3-4-5 сантиметров максимум. Вот, мы его взрыхляем для того, чтобы уже делать точную планировку. Таким образом, все подряд, друг за другом. Вот почему мы не копаем, объясню. Когда вы копаете, вы перекапываете грунт достаточно глубоко, и потом вам будет сложно его утрамбовать. А под газон нужно очень плотное и хорошее основание. Может быть, там не сильно переутрамбованное, но в то же время оно должно быть достаточно плотным. Следующий прием, который мы делаем после рыхления, так как глубки у нас достаточно крупные и их надо вычесать либо разбить, мы это все дело проходимся граблями. Вот такие грабли узенькие, то есть они достаточно хорошо вычесывают камни, другие остатки, какие-то корни, вот, сорняки, листья, которые нам будут мешать посеву. Вот, таким образом, и в то же время мы ими как бы разравниваем чуть-чуть грунт, придаем мелко комковатую структуру. Можно здесь посмотреть. Вот, размер при посеве газона не должен превышать сантиметра, максимум 2 в редких исключениях. Видите, камни тоже вычесываем с помощью граблей. Ну и можно посмотреть на площадь, она уже более-менее ровная. Ну, конечно же, если смотреть точно, то не совсем ровная. Вот, рекомендую новичкам делать это с помощью нитки. Ну, у нас здесь плоскость, в одной плоскости газон. Здесь можно натянуть нитку от бордюра до бордюра и уже с помощью нее ориентироваться. Ну, нам она не нужна. Вот, мы будем делать все на глаз. Хотелось бы отметить такую важную деталь. Можете посмотреть, на всей площади не присутствует ни одного следа. Вот, то есть, если вы равняете граблями, разбиваете глубки, вы должны отходить назад и тем самым как бы сгребая вот эти камешки в одну сторону. Вот, их либо потом переместить, если это камешки из грунта, либо если это камни из камней, масло масляное, вот, то куда-то вывести, вот, где-то удалить с вашей площади. Вот, таким образом вы видите, во-первых, ровно или нет, потому что если будут следы, оно будет уже искажать картинку и непонятно, ровно или нет. И таким образом вам можно будет легко этот грунт перемещать уже правилом. Сейчас мы будем равнять то, что мы сделали граблями. Можно посмотреть. Вот у нас красивенько. И равнять с помощью вот такого правила. Вот, так как земля рыхлая, это нам будет удаваться достаточно легко. Вот, собственно, достаточно удобно различными движениями. Сначала можно вдоль. Таким образом выравниваем грунт. Я вам уже говорил, что мы будем сеять старым английским методом, и в чем в принципе разница. Вот на этом этапе, когда выравнивают правилом грунт, обычно все начинают укатывать катком. Вот. Но каток не оставляет рыхлой земли практически, и потом сложно будет заделывать семена. Придется либо завозить грунт, присыпать, вот, либо хорошенечко взрыхлять граблями почву. Мы делаем чуть-чуть по-другому. Мы делаем это в несколько приемов. Вот, как писал в своей книге Амар Хисайон. Вот, все о газоне. Очень интересная книга. Кстати, если вы сеете газон, рекомендую почитать. Вот. Это старый английский метод. То есть мы затаптываем, как в детстве, на снегу, делаем следы трактора. Вот, все по очереди. Таким образом, получается так, что вы, во-первых, утрамбовываете грунт, а во-вторых, оставляете рыхлую землю между следами, которую мы сможем впоследствии еще раз спланировать правилом и уже забить более мелкие ямочки и придать ровность газону. То есть, так как вы не можете гарантировать, что у вас везде была рыхлая почва, где-то она прорыхлилась глубже, где-то меньше, где-то утрамбована, где-то не очень. Вот. Таким образом,
На бугорках более плотных вы становитесь, не продавливая землю. Там, где земля более рыхлая, она падает ниже. И впоследствии то, что остается между следами, мы засыпаем, доравнивая вот эту площадь. А что, так можно было, что ли? В этом преимущество перед катком. Также вам не нужен каток для того, чтобы утрамбовать площадь, как положено. Плюс вес вашего тела, ну, например, я вешу 82 килограмма, он падает на маленькую площадь, и утрамбовка более эффективна. То есть для того, чтобы катком утрамбовать, также нужно, чтобы каток весил приблизительно где-то 200 килограмм. Итак, можно увидеть везде следы. Вот, абсолютно все мы утоптали. И какой-то грунт у нас остался. Сейчас мы будем его правилом опять планировать. Вот, и там, где мы ногами просадили почву глубже, у нас слой земли будет толще. Соответственно, мы заполним вот эти все промежутки, и у нас планировка станет более точной, более плотной по всем нюансам. Это можно делать, как вы видели, это прикольно даже выглядит. Вот, это можно делать семьей. Я думаю, дети будут рады помочь родителям в закладке газона. Итак, мы выровняли наш грунт. Сними, покажи. Вот, как красиво получилось. В 2 подхода протаптывания. Вот, и сейчас будем нарезать бороздки под семена, собственно, вот этим инструментом. Это у нас грабли веерные, ему удобнее всего это делать. Вот таким образом. То есть в один проход, ни в коем случае не вот так. Вот так не надо делать. Вот почему? Потому что таким образом вы равномерно, не смещая грунт, делаете бороздки. Так, распаковали наши семена. Можно посмотреть, на что стоит обращать внимание. Семена могут быть разных фирм, разных производителей, но это в принципе не важно. Вот, главное, чтобы они подходили к вашему региону, вот, и имели хорошую схожесть. На что стоит конкретно обращать внимание? Чтобы в семенах они были сухие обязательно, и у них был запах свежескошенной травы. Вот. Ну, я думаю, что все знают, какой запах свежескошенной травы, то есть чтобы не было никаких подпрелостей, грибков и так далее. То есть как вот здесь светлый цвет, золотистый такой слегка, и без всяких подпрелостей, и сыпучие обязательно, что говорит о том, что они не намокали. Вот. Что касается самого посева, сейчас мы нарезали бороздки, приблизительно где-то они сантиметр глубиной у нас. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы следующим уже после посева приемом мы загребли наши семена, они перемешаются с почвой, часть их упадет ниже, часть будет на поверхности, но это в принципе и не важно, так как в природе злаки никто не сеет. Они всегда падают на поверхность почвы и уже с нее всходят благодаря влажности. Важно, чтобы они были в совсем небольшом промежутке почвы, примерно сантиметр, где-то максимум 2. Вот. Так как глубже, если вы заделаете с помощью граблей, они не смогут потом вылезти у вас, ну, либо всходы будут изреженные. Вот. Сеять нужно резкими движениями. Здесь у нас туи, как видите, поэтому мы будем сеять аккуратненько вдоль них. Вот. И это касается и бордюров, для того, чтобы в плитке у вас потом не всходили. Вот такими движениями. Вот такого плана. На большой площади удобно сеять, ну, как старым хорошим способом, как делали это в старину. То есть набираете семян в руку и резким движением рассыпаете их по поверхности, максимально резким. Вот. Для того, чтобы посеять без просевов, вам надо разделить вашу норму семян на 2 и постараться первую норму высеять максимально на площадь. Это делается, ну, лучше делать новичкам,
которые не могут попасть именно в посевную норму. Посевная норма семян приблизительно где-то 3 килограмма на сотку. Это получается где-то на квадратный метр 30 грамм. От 30 до 40. Лучше, конечно, 40, чтобы газон у вас был плотнее и вы не совершили просевов каких-либо. Также надо сделать упор на всхожесть семян. Вот поэтому добавочная норма, она не помешает. Вот, в принципе, собственно, начнем сеять. Также не переживайте, если после посева часть семян у вас сидят голуби, либо какие-либо птички, так как не все семена на поверхности, часть будет заделана в почву. У меня был случай, когда голуби собрали полностью все семена с поверхности. Иногда их собирают также муравьи, но те, которые в почве, они не видят и не могут их собрать. Вот, все на том объекте у нас благополучно взошло, и газон был отличный, так как за это не переживайте, если голуби соберут ваши семена, то есть не надо их гонять, пускай кушают. Посеяли наши семена, покажи, Ром. Вот с такой частотой всходы будут выглядеть вот так. Я сейчас покажу. Ром, давай покажем нашим зрителям. Вот этот газон. Вот здесь у нас много листьев, сейчас осень все-таки. Вот, но вы видите плотность газона, то есть посеян таким же способом, как и тот. Вот, единственное, этот у нас сеется под зиму. Вот, весной он будет такой же. Сейчас мы заделаем это все дело веерными граблями, как и говорилось. Вот таким образом. Сейчас я покажу. То есть в один проход, слегка надавливая на грабли. Сейчас уберем листик. Вот слегка. Почему? Чтобы вы не горнули грунт. Вот. И вот таким образом заделываете семена. Опять же, это делается в один проход. Вот, обязательно без вот таких движений граблями. Вот, то есть грабли поставили и ровненько вы ими идете, чтобы не двигать грунт в разные стороны. Итак, мы посеяли наш газон. В принципе, что хотелось бы сказать именно по посеву, то есть когда ждать всходов вообще. Летом, когда 35 градусов жары, газон всходит примерно где-то за неделю. 6 дней уже начинаются всходы. Сейчас все будет зависеть от температуры. Вот. Если будет температура такая, как сейчас примерно 15-17 градусов, то я думаю, где-то 1,5-2 недели и семена наши взойдут. Если похолодает, естественно, это будет позже. То есть, возможно, будет даже такое, если вдруг ударит мороз, то наши семена взойдут весной. Вот. Поэтому, так как это подзимний посев, будем надеяться, что хотя бы что-то зацепится уже в этом году, зазеленеет, а весной уже пойдет в полный рост. Теперь его надо поливать. Поливать обязательно нужно часто, вот, так как семена находятся в полсантиметровом слое почвы, и он очень быстро пересыхает, даже из-за ветра. Собственно, мы укатали катком. Вообще эта операция укатывания, она делается для того, чтобы подтянуть влагу из нижних слоев к верхним. Вот. Если вы заметили, то есть там, где рыхлая земля, она, как правило, быстрее высыхает, там, где уплотненная, она долго остается мокрой. Вот, собственно, для этого и укатывается газон. Можете посмотреть, он очень ровный стал. Вот, то есть наш способ работает.
Вот. И теперь будем ждать всходов. Все, что я хотел рассказать. Если у вас какие-то вопросы появятся, задавайте их в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения и до встречи!